Мария набросилась на моего ребенка. И я хочу, чтобы она просто понесла за это ответственность. Моя дочь случайно ее дочери задернула юбку. И та оказалась без трусов. На девочку, дочку ее, зачем вы напали? Она подняла юбку. Она ее душила и трясла. А вам не стыдно? Почему мне должно быть стыдно? У нее была статья угрозы убийства газовикам, А. так как она набросилась топором. Уголовное дело не возбуждено. Это что же за шамаханская царица Я такая? ребенка не душила. Она ее до горла вот так взяла. Они врут постоянно, это семейство врунов. Она правильно сделала то, что просто потрясла. Она не душила. Она правильно сделала. А сколько вам лет? 18. А у вас просто дружеские отношения? Да. Да. У него статья за избиение своей дочки. А вот чем друг помогает подруге, мне интересно. Добрый день. Ну, я всегда думала, что взрослые, они хотя бы иногда чуть мудрее детей. Но, как показывает практика, все наоборот. Просто удивительно. Поругались дети, а в итоге не разговаривают родители. Бывает. Сегодня в нашей студии жительница Саратовской области Виктория Александрова. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Что случилось у вас? Я хочу обратить внимание на свою соседку Моисееву Марию, так как дети грязные, неаккуратные. А у нее дети? Да, у нее Сколько? 3 детей. Никаких условий. У детей нет какой-то сезонной одежды, у детей нет элементарного воспитания. Что такое хорошо, что такое плохо. А И вы бы хотели, чтобы кто обратил внимание на эту семью? органы опеки, прежде всего. А вы в органы опеки обращались? Обращалась. Не реагируют? Нет. Говорят, ну вот у нее так жила мама, у нее так жила бабушка. Мы А вы ничего. Ну вот обращались, смотрите. вы обращались с какой просьбой? Чтобы они лишили ее родительских прав? Да. Ага. Ну вот смотрите, пока все, что вы сказали про нее, ну, типа грязно, дети грязные. Но за грязных детей не лишают, даже не ограничивают в родительских правах. Условий. Хотелось бы узнать вот, ну, поподробнее, как живет эта семья, какой образ жизни у мамы. Условий нет. Вот что это Никаких. значит? Коммуникаций в доме, воды, отопления элементарного, не дай бог, проводка вспыхнет. А может, они бедные? Ну, нет вот у них денег на жилье. Ну, Так же бывает. мама может пойти на работу. Верно? Вот, это уже другой разговор. Она То есть ни дня мама тунеядка, не Она работает. ни дня не работала. Ну, это, конечно, совсем уже другой разговор. А вы с ней близко дружили? Я ее старалась поддерживать. И мы давали ей воду, потому что воды нет. Долго В доме. дружили-то? Ну, не то, что дружили, я ее поддерживала. Я не жила прям там. У нас дружат дети. А почему у нее воды-то нет? Но она не может ее провести, наверное. Не знаю. Ну, а колодец что, там? где она живет? Хотя- На улице, что ли? В сарае в каком-то? Как Ну, это там там- нет воды? Ну, там прям, ну, правда, сарай. Ну, там невозможно Она жить. одна в этом сарае живет? Или это многоквартирный дом? Нет, это отдельно стоящий дом. Вот, то есть это частный дом, Да. в котором нет воды, вообще Воды нет. отопления нет, газа нет, Как ничего отопление? нет. Печки нет, что ли? Нет. А как они живут там зимой? В шапках, что ли, спят? Ну, обогревательно там электрика не потянет. Просто в один прекрасный день дом вспыхнет. Мгм. И А что просто, это не за дай дом? бог. Откуда он? Это ее дом, насколько я знаю, купленный за материнский капитал. Мгм. Я не понимаю, как можно было его купить, как они разрешили. Запах невыносимый. Слушайте, ну вот Подождите, теперь так она понятно. сейчас что- живет в этом доме или Сейчас нет? она живет, переехала в какое-то другое место, но, насколько я знаю, там не менее лучше дом. А она вообще как человек-то агрессивный, вы говорите? Она да? очень, она неадекватная. Она кинулась на 8-летнего ребенка, на мою дочку. А, Она кинулась и так начала ее вот душить. в чем дело-то. Я Значит, поэтому у вас сюда и личный пришла. конфликт с ней. Конечно. Я написала заявление в полицию. Она что сделала? Несла побои, накричала? Конечно, она орала, так что у меня испугалась дочка. Ну, она... била она ее? Она ее душила. Прям вот так вот душила и трясла. А есть свидетели этому делу? Да, моя мама, подруга мамы. Вы написали заявление, ему дали Да. ход? Нет, отказ в уголовном деле. А почему она накинулась на вашу дочь? Сколько вашей дочери лет? И, ну, хоть какая-то причина у нее была для этого? А наши дети игрались на площадке. Угу.
Моя дочь случайно, ее дочери задернула юбку. И та оказалась без трусов. Соответственно, ей стало обидно, что это увидели другие дети. Она побежала жаловаться маме. Сначала она мне позвонила и сказала: я сейчас... у тебя же все такие дети замечательные. Я сейчас пойду и разрежу одежду на твоих детях. Она трезвая была? И, насколько я знаю, она выпивала с кем-то. А она сильно пьющая, нет? Я не особо... Ну, она выпивает, это я знаю. Как она сказала, 3 полторашки для сна. 3 полторашки пива? Да. Пора пришла Марию звать, давайте ее и пригласим. Здравствуйте. Спасать моих детей пришла? Конечно. Спасибо тебе большое. Ты подумала обо своих, а? У Как меня они тебя дети себя ведут? чистые, накормленные. Конечно. А есть что-то больше этого? Ты не думала об этом? У меня дети развиты. Разве? В Слава каком Богу. плане? Врут, как Во и ты? всех. На девочку, дочку ее, зачем вы напали? На девочку я на нее не нападала. Ну А что как, вы вы ее за Это горло просто схватили? была грань, скажем так, было несколько ситуаций. Каких? Первое было то, что ребенок украл в магазине, вкусняшки какие-то. Это мне продавец сказал. Я пришла к Вике и рассказал Вике и ее маме по поводу того, что в смысле, как бы ребенок украл, надо с ребенком поговорить. На что он мне сказал: иди разбирайся со своими детьми. Ну, естественно, я ушла. Ладно, потом проходит время. А мне прибегают девчонки мои, то есть в смысле, вот Тони и Василиса прибегают и говорят, что там Лера с Ульяной, это ее дочери, разделись на детской площадке. Мои перепугались, да не могу, потому что не поняли, что происходит. Оказалось, мальчик разрешил раздеться. И я опять этому не ходила. верю. От меня... Я опять ходила к ней, Мне опять никто про ей это не рассказывала. говорил. Может, я скажу все-таки? Нет? Вот. Я Вранье, опять к вранье Вике слушать и к ее невозможно. маме. Опять про эту ситуацию, в смысле, которая сейчас произошла. Говорит, ты посмотри, что они творят. Как бы надо, в смысле, с детьми с твоими поговорить. На что Вика мне с ее мамой опять в матной форме объяснили, что типа иди отсюда, занимайся своими детьми. У меня за детьми такого нет. Просто нет и не было никогда. То есть они знают нормы приличия на улице. Еще раз, подождите, я хочу понять 2 вещи. Первое, вы трогали ребенка или нет? Я ее держала за плечи. Держали за плечи? Зачем? Да. Чтобы ребенок перестал врать. На этот вопрос я получил ответ. Второй, почему 10-летняя девочка на улице гуляет без трусов? Она была в трусиках. Она На не ней было были трусиков. бежевые трусики. просто их не видно было. Лера, вот эта девочка, она знала прекрасно, что на детской площадке в это время находится мальчик, который, допустим, нравится моей моей дочери. То есть, не взаимной симпатии, как бы первая влюбленность. Лера про это знала. И из-за того, что как бы мама Леру обижала, то есть после того, как я приходила, она решила отомстить. Потому что я больше иначе никак это сказать, назвать не могу. Это не было случайностью, это было И не как она специально. отомстила? Она подняла юбку. Так там же были трусы. Были трусы. Ну. Но для моих детей это позор. Можно мы послушаем детей, которые рассказали нам, в чем конфликт? Когда мы с Василиской пошли на площадку, мы были в платьях. Лера Василиса подняла юбку 1 раз, а потом мне 2 раза. Играли в догонялки. Я вот прям бегала и случайно задела Тони юбку. Она сказала, я пожалуюсь маме, я даже извинилась, но она пошла жаловаться. Наша мама пошла разбираться к Лериной маме. Она, их матом обозвала, наша мама. Когда ихняя мама Маша залетела ко мне в дом, я была у кухни, а она начала меня душить. Я думала, что я умру, я аж чуть не потеряла голову. Тетя Вика сказала, то, что наша мама расцарапала вот тут все, Лере. И там синяк типа был. А на самом деле были на шее следы удушивания. После этого я не спала 4 дня, потому что она мне снилась, как будто она меня опять так сжимала и душила. Маши я до сих пор боюсь, но ихние дети, а мама мне в тот раз говорила, что они уедут в детский дом, либо они уедут в психушку, а ихняя мама либо в полицию на 3 года, либо на 3 месяца. С тех пор мы уже больше не общаемся с Лерой. Мне немножко было грустно. А сейчас мне уже не хочется с ним дружить. Скажите, пожалуйста, а кто у этих детей, отец или отцы?
У меня двое было, в смысле двое пап у них. Тоня с Ваней от одного папы, а третий ребенок от второго. Понятно. Они как-то, отцы-то, участвуют в жизни детей? Нет. Почему? А им изначально это было неинтересно. А вы подавали на алименты? Нет. Почему? А для чего тогда... А зачем вынуждать детей, в смысле его общаться с детьми, чтобы потом с ним что-то случилось, мои дети потом в 18 лет начали отвечать за это? Так вы с этих людей, которые сделали этих детей, денег получать не хотите? Нет. А от нас хотите? Я могу отказаться от детских, если вы хотите. Я очень хочу. Почему вы не работаете? Я не работаю, потому что я нужна моим детям. Чтобы они стали нормальными людьми, а не такими, как у Вики. Давайте у мы- меня не на Не кого трогай скинуть моих детей. детей. Давайте, стоп, у давайте- меня не на кого Не скинуть А трогай моих давайте моих нет, давайте мы... детей. Стоп, Я твоих тихо. не трогала. Стоп! Мы сейчас посмотрим, как вы живете, а потом расскажите нам, пожалуйста, куда делись 400 с лишним тысяч рублей, которые мы вам дали в качестве материнского капитала? Куплен дом. Купили дом. Купили Что же вы в дом. нем не живете? Нет условий. Этот дом понравился Ване. То есть моему старшему сыну И изначально. что? Поэтому и купила я этот дом. Я в нем не хотела жить А изначально. сколько, я стесняюсь спросить, Ване было, когда он ему понравился? 7-8 лет. Давайте посмотрим, как вы сейчас живете, а потом поговорим о том, что вы совершили уголовное преступление. Мы больше 4,5 лет хотели переехать в этот дом. Но спасибо Вике, мы все-таки переехали. Все нормально, в смысле, просто эта Вика достала уже. Я уже уехала, получается, оттуда. В смысле, чтобы же эти дети, блин, не постоянно не мучили моих. Это мои дети. Василисушка, попросту лиса, потому что она реально как лиса. Это Иван. Ну, он у нас старший, поэтому Иван Александрович иногда. А это Антонина, то бишь Тошка. Мы здесь вроде как нашли себя, нашли счастье. И детям здесь хорошо. Да. У нас разрушена, правда, погребка, и сараи некоторые покосились, но по планам здесь свинарник, там крольчатник, вон там коровник и огромный огород с плодовыми деревьями. Я думаю, нам здесь с детьми будет здорово. Раньше тут была полная разруха, но мы все восстановили. Вот эти вот обои мама поклеила. Вот этот столик, он был на крыльце. Вот я его заметил, и мы его вот сюда притащили, для того, чтобы на нем делать чай. Этот стол я сам собирал. Когда надо помогать маме, я сразу ей помогаю. Я единственный мужик, который в семье. Это наша комната. Мы здесь вчетвером спим. У каждого есть своя кровать. Здесь мы рисуем. Маме это нравится. Украшаем дом. Мы хотим, чтобы мы разукрасили радужными цветами дом, чтобы была горка у нас с площадкой. Повешим куда-нибудь сюда. Прям как наш дом. Прям такой красивый. Во второй день нашего приезда они мне разрисовали стену, чтобы поднять мне настроение, потому что здесь были жуткие условия. Мои дети знают, кем они хотят стать. Василиса сделала мне прическу, да, мне кажется, она самая лучшая в мире вообще. Мне кажется, ни один парикмахер так не может. Я надеюсь, что жизнь здесь будет намного раз спокойнее, чем там, где мы жили, и что мы здесь будем счастливы. Какие у вас грандиозные планы на дом, который вам вообще не принадлежит? Это чей дом? Мои подруги. И что в этом такого, что это не мой дом? Меня тут никто не выселит. Скажите мне вот что. У нас есть бригады, да, это люди закаленные, всякое видали. Но долго снимать тот дом, который вы купили за материнский капитал, они не смогли. Там стоит, послушайте меня, невыносимая вонь. Настолько невыносимая, что оператор бывалый не выдержал. Почему воняет? Я не знаю, у нас там больше месяца не было. За я месяц невозможно, Честно, я не чтобы знаю. был такой запах. Он должен был быть там изначально. Ну, там и был изначально. Ты ко мне же не ходила. Откуда тебе Я знать? один раз пришла, увидела и больше не Мы этот ходила. дом собираемся устанавливать, у меня там будут жить дети. Подождите, Когда вы же вырастут. тот хотели. В том Свинарник, доме буду коровник. жить я, в этом доме будут жить дети, потому что в Саратов, чтобы ездить, в Вот этом смотрите, доме будет удобнее. ничего у вас не получится, никакие на что вы ваши всё это планы... будете Послушайте, делать? никакие ваши планы не избыточны. А на что? У меня через 2 года я смогу детей оставлять на старшего сына. А почему ваш старший сын должен стать нянькой для ваших детей? А у меня есть выбор? У меня никто с детьми не помогает, я одна. А на что вы пиво-то пьете? А кто сказал, что я его пью? Не Я. пью. Ты слышишь, Я что пью она говорит? крайне редко. Хорошо, а на что вы едите? Получается, на детские. На детский. Плюс отец помогает.
Какой отец? Мой отец. А вам не стыдно Почему мне должно быть стыдно? проедать детские деньги? А кто будет сидеть с моими детьми? Чего с ними сидеть-то? Школа, продленка, не что с ними взрослые. сидеть? Они не взрослые. По закону я имею право оставлять ребенка только с 14 лет. А покажите мне закон, в котором написано, что 14-летний подросток, мальчик, должен становиться нянькой для ваших детей. Покажите мне этот закон, где так написано. Я думаю, он сам согласится. А с согласию чего он можно. должен соглашаться? Потому что у него выбора нет? Нет, Потому что у него- мамаша такая властная. Подростку в 14 лет нужно ходить в школу, еще чем-то заниматься. Он мальчик, спортом или еще чем-то. А вы не даете ему такой возможности. Он почему-то нянькой должен быть. У меня дети. Всем, чем хотят, они занимаются. Чем? Старший у меня хочет стать программистом. Мы смотрим курсы на компьютере, которые куплены за мои деньги, а не за детские пособия, А где которые вы я их взяли? заработала. Также одежду я А покупаю где за вы свои взяли? деньги. А где вы их берете? Я работаю забойщиком. А как же дети? Я скотину ночами забиваю, а утром домой, потому что детей надо в школу собрать. Слушайте, это вы сейчас придумали? Нет. Ага. Нет, почему? Это было, когда вот мы в Курдюме жили. Сколько? Неделю вы проработали? Нет, больше полугода. А вы знаете, что детей точно ночью в таком доме, в котором вы жили, оставлять нельзя? Мы жили в нормальном доме. В каком нормальном? Вот в том- Проводка была поменена. Вот в том доме, который вы показали, вот это Да. нормальный дом? Это Да. нормальный Нормальный дом. дом. Ты Да, проводка внутри нормальная. Послушайте, вы Газовое сейчас- отопление было. Подождите, я абсолютно убежден, что здесь преступная схема. Та же самая, которую мы в этой студии разбирали не один десяток раз. Что дом не стоит Отмывание, этих денег. обналичивание. Что на бумажке написали одно, а потом деньги обналичили. А эта халупа, она гроша выеденного не стоит. Органы опеки к нам ездили. И они видели, как дом меняется в лучшую сторону. Там были обои, там была печка стояла, горелка внутри была. Стояла? Стояла, да, потому что нам пришлось А ее как вы разобрать. топитесь зимой-то? Вот в этом доме, который вы купили на Мат-Капитал, как вы топились Газовое зимой? отопление. А? У меня газовая Им система, газовое отключили отопление. газовое отопление очень давно. За что у нее, в принципе, и статья. Какая Угроза статья? убийства. Какое угроза убийства? У нее была статья угроза убийства газовикам, так как она набросилась топором и Потому что просила я их не меня знала в лицо. и моего мужа попросить прикрыть ее в этом. Что якобы мы с мужем сидели в доме и слышали то, что она на них не кидалась, не бегала с топором. Это правда? Да, это правда. Было в том году, в конце лета, наверное. Мы как бы с Марией еще более-менее адекватно общались на тот момент. По-соседски мы и майские праздники пытались вместе отметить. Опять же, пытались, после чего у нас скандал там небольшой получился. Какой? Мы решили детям сделать праздник. На майские праздники пожарить шашлыков, взяли фруктов детям, мясо, сосиски, там, все как бы на костре пожарить. Я захотел взять банан. Сидел, ел на кухне банан. Мария залетает с криками, ссорами. Ты такой-сякой, почему моим детям ничего не даешь? То есть можно было подойти там ребенку, да, и попросить. То есть я что, не дам ребенку банан, там, яблоко или еще что-либо подобное. После чего меня покрыли трехэтажным матом, после чего она собрала детей и удалилась к себе Давайте домой. так, ваш ребенок пострадал от ее рук. Да. Уголовное дело не возбуждено. Нет. Газовики наверняка, будучи в трезвом уме и здравой памяти, написали заявление. Уголовное дело не возбуждено. Это что же за шамаханская царица Я такая? ребенка не душила, об этом есть свидетельские показания, поэтому в Их смысле нет, их отказали в обнулили, уголовном. она их сменила. Ее мама, которая находилась в это время, в смысле там же, в этой, скажем, в этом помещении, она, во-первых, сидела, она не видела, Давайте мы во-вторых, она была Ольгу бухая. Александрову, мать Моя Виктории, мама. и Да. позовем, спросим, что она видела. Здравствуйте. Маш, Привет. как тебе не стыдно? Что мне стыдно Я должно? тебе что, я тебе не помогала. Я тебе что, не убирала в доме? Ты что, на Да. моих детей тут все? Врут они. Может, они тоже без трусов гуляют? Они без трусов, в смысле? В смысле, мои не гуляют без трусов? Мам, ты садись чё? сюда. Как бы да. Да? Мам, садись А сюда. как это вот тебе воду давали? Убиралась я, Подожди, старая, бесплатно воду убиралась давали? у тебя. Вот бесплатно давали? Ты за А 2 ты года заплатила заплатила? мне 500 рублей? Как За бы я 2 тебе года. платила каждый месяц, ты забыл? Не Да ври. ты что? Не ври. Да? Ух, нифига Ты себе. А забыла? у меня склероз, да, я забыла. Мам, садись. У меня склероз. Бывает. Вот как тебе не стыдно? Мам, садись. Когда ты душила мою внучку, Мам. тебе совесть позволяла, да? Ты видела, когда я душила? Мам. Видела. Как? Я Мама. сидела за столом, как? Обычно.
Ты ее душила. Ольга, а можете сесть и нам рассказать, как это было? Мы сидели, пили чай. Подружка у меня в Новосибирск уезжала этим вечером в 11 часов ночи. Маша говорит, что вы пьяные были. Да, Я она пьяная. была дата. Я приехала, она была Во-первых, абсолютно пили трезвая. они. Пили они С пиво. Леной. Да. Они пили пиво. Потому что Лена, от нее потому пахло. что пришла, уже, говорит, мы попили пивка, у нас кончилось. И Лена видела, что она ее душила, она ее до горла вот так взяла. Не брала я за шею. Да что ты мне говоришь? Я не брала ребенка. Вы, А вы где? в Послушай. семействе Я постоянно врете. Послушай. Может, у вас Врешь дети поэтому ты. такие? Я врал. Как Вот твои видишь. дети Так, врут я про еще все. раз. Знают по поводу Так, того, что я стоп, никогда не стоп. врала. Стоп. Меня воспитывали по-другому. Тебя немножко сейчас по-другому Тишина. характеризуют. Я хочу понять, дочка-то молодая у вас совсем, Да. а 3 детей. Когда, 4-й будет. когда забеременели в первый раз? 17. В 16. А в 16. 16. 17 родила, да. Да. Ага, бросила на маму и гулять. Я не бросала А вы на щас маму, я четвер- работала. Вы сейчас 4-м беременны. Да, будет мальчик. Отец, ребенка которого ждете, это вы. Да. А из этой семьи вы биологический отец только этого ребенка? Ну, вообще нет. Были молодые, горячие. Так получилось то, что я не знал, что она была беременна Лерой. А ты уверен, что точно в смысле ты отец? Просто она сама была не уверена. А мне говорил про это. А вам Я тебе какая говорила. разница? Вы Я куда лезете? стесняюсь спросить Мне вам. любопытно уже самой становится. Я Вот же такая плохая, она хорошая, Куда вся вы положительная. лезете? Я понять не могу. Ну Послушайте, а вы- куда она лезет? мы видели, как Маша живет. Вы нам позволили и в свой дом заглянуть. Да. Давайте посмотрим. Мы переехали в этот дом пару дней назад в связи с тем, что скоро родится 4-й ребенок. Муж Евгений, моя мама, пенсионер на пенсии, ухаживает за домом, занимается внучками. Мне необходима помощь мамы. Это у нас самая младшая, самый озорной ребенок. Зовут ее Алена. Это наша старшая. Ее зовут Валерия. С поведением хромает, конечно, но мы над этим работаем. Ульяша, это наша средняя. С девчонками живем 1,5 года. Теперь они меня также называют папой. Как таких золотых созданий можно не любить? Очень к ним притянулся. Рисуем мы стабильно раз в сутки. У нас, в принципе, весь день это игра с ними, потому что они выполняют мои спецзадания. И мамины задания я буду маму слушать. Да, это наше самое главное задание. Мы очень любим слушаться маму. Больше всего я люблю кататься на роликах и гулять с друзьями. Я в тот раз чуть на себе не ошибла, но ничего, до свадьбы заживет. Ну, это детская комната у нас. Здесь как бы планируем по-любому делать ремонт. Сюда планируем шкаф поставить, диван. Здесь мы будем жить точно весело и с песней. У детей есть все. Самое главное, у них есть мы, у них продукты питания. У нас в доме все коммуникации. Газ, свет, вода. Им тут нравится, тут двор. Самое главное у моих детей – это родители, которые их любят. Когда Мария набросилась на моего ребенка, я хочу, чтобы она просто понесла за это ответственность. Я когда вспоминаю, как она плакала. Лера, я просто звонила, успокаивала. И мне, в принципе, тяжело. Просто я не позволю обижать свое. Свою победу я никогда не дам. Но, может быть, она завидует тому, что у меня есть муж, у меня есть поддержка. Они врут постоянно, это семейство врунов. И что? Вика разрешила материться на площадке и ругать моих детей. Я Оскорблять. запрещала общаться с твоими детьми, потому что в том году мы Разрешила остригли она волосы под каре, потому что у них были материться. вши из-за тебя. Из твоих детей. Из моих. Да у нас соседи от себя подцепили вшей. Вы, я так понимаю, в конфликте-то не только с этой семьей. Да, она конфликтная, она в принципе неадекватна. Да я устала от вранья, если честно, она Я постоянно хочу, врет. послушайте, На вот каждом- она врет. Вот А вы на меня Полина- все это Стоп, напали. Полин, вы же соседка. Вот это сейчас тоже будет куча вранья, как я понимаю. Ну, сколько вот я живу в Курземе, 22 года, столько я ее и знаю. То есть раньше она жила на другой улице, мы пересекались. Потом, некоторое время назад, она переехала на мою улицу и начала жить прям рядом со мной, через 2 дома буквально. И чем закончилось это соседство? Начались разные конфликтные ситуации. Вам достаточно, наверное, любопытно будет понять, какое количество врунов вас окружает. Поскольку мы поговорили с вашими соседями, давайте посмотрим. Ехала ночью, выкинулась тут, не знаю, в чей-то дом. Она живет тут чуть больше месяца. В школе она уже ругалась. С моей однокурсницей она тоже ругалась. У нас каких семей-то только не было. И пьющих, и всяких. Но таких грязных детей никогда в жизни не видели. Дети у нее очень хорошие. Она их очень любит. И она прям за ними трясется
не знаю как. Конфликты, я вот говорю, у нее в основном все из-за детей. Она не даст их в обиду, она может вот схватить вот так вот, да, зная ее. Некоторые говорят, ты их не моешь, ты их не стираешь. Она одна, как могла, так и воспитывала. Она пришла, начала меня просто провоцировать. И говорит, а вот твоя дочка, она себя так неадекватно вела, и я один раз с Викой подвесила вниз головой, чтобы ее проучить, чтобы она себя хорошо вела. Я вот так стою. Я говорю, в смысле, ты мне сейчас говоришь всерьез просто? Я говорю, ты пришла что сделать? Спровоцироваться, на ментов вызывай. Ночью мне приходит сообщение. Долго мне ментов ждать, воинственная моя. Я в этом КП, меня облита красной машиной. Приехал участковый, он говорит, слушай, она неадекватная. Духовики к ней пришли. Она и это, топором здесь махала. А я опять попала. Как дура вышла, блин, в огород. Да она на меня здесь с кулаками прыгала. Она тут уже да и поджигать хотела, и все. С ней никто не связывается. Это вот все врут. Да? Все вокруг. деревня врет. Да. Топором я не махала, ну да, мы рубили там рядом, в смысле, у нас побегов очень много. Мы все-таки объективности ради попытались найти кого-нибудь, кто встал бы на вашу сторону. И, разумеется, нашли. Это Аджай Ширалиев. Здрасте. Здравствуйте. Может, хватит уже трогать я? Я трогаю. Да. Вот к вам А ты такой какой-то вопрос. молодой друг. Спасибо за комплимент. Пожалуйста. Вот у меня такой вот вопрос. Если вот вы не следите за своими детьми, кто вот еще может вам помочь с этим? А ты знаешь моих детей? Мам, помолчи. Ты Мне знаешь кажется, моих она детей? правильно сделала то, что тот раз просто потрясла. Она не душила, она потрясла. Она правильно сделала? А сколько вам лет? 18. Ой. Он просто друг семейства. Так а как вы познакомились? Мы переехали, и мои дети как раз, в смысле, там играли с соседскими ребятишками, и он там к родственникам приехал. Играли они в футбол. А у вас просто дружеские отношения? Да. Да. А вот чем друг помогает подруге, мне интересно. Иногда прихожу навещать ее детей, иногда сидеть с ними, иногда по дому, по хозяйству помогаю. А по хозяйству как помогаете? Ну, там было крыльцо немножко поломано, я его починил. Потом Это- дверь не закрывалась, я его сделал. Это почетно, это правильно. Это Ой, молодец. Это хорошо как раз. Вы ночевать оставались дома когда-нибудь у нее? 1 или 2 раза, по-моему. 2 раза он оставался в доме. А тогда вот объясните, пожалуйста, А где почему... спали? Тоня, старшая дочка, спала со мной, а он спал на отдельном диване. Так вы же все спите в одной комнате. В одной комнате. Так у вас какой-то мужик останавливается спать. Он ребенок. Для меня он ребенок. Мои слушайте. девчонки, в смысле, и сын, они смотрят на него как на брата. Вы знаете, что у нас были большие проблемы с тем, чтобы привести Аджая на программу? Вы же никогда не врете. С чем это может быть связано, как по-вашему? Я думаю, с родителями. У вас есть проблемы с законом? Но я имею право молчать, не говорить об этом. Это сейчас не Да, связано вы, с конечно, нашей- имеете право молчать, А мы скажем. поэтому мы поговорили Это с не вашей... связано. То, что Поэтому не мы связано, поговорили не с, Очень с связано. вашей матушкой, да, и вот что услышали. Куда работать день девать? Мам, мне на комнату не хватает 2000. Мам, я тебе отдам. Ты помогать не хочешь. А как он сказал мне тогда? Ты во мне рапсилу видел? Так схватил вот за это место и в стену. Он меня когда толкнул, точку гипсокартона лопнула. Не стала писать я это заявление, потому что у него дело находится, я вам говорю, на следствии. И вот я ему сказала, ну, Раджай, сынок, тебе что сказали? Тебя и так ждет статья сегодня, статья 111. И Милану ты избил 100%. Тебе надо вообще сидеть. Ну ладно, это вот дочка его, да? Да. Дочку избили свою? Нет. А сколько дочки? Больше 1,5 года. 111 статья – это тяжкое преступление, совершенное гражданином в осознанном состоянии. То есть это тяжкое преступление, которое наказывается до 10 лет. По данной статье у нас не предусмотрено ни примирение, так как эта статья тяжкая. Возможно, только в случае, если виновное лицо осознает, признается вину, и тогда в особом порядке рассмотрит его вину и назначит наказание не менее 2/3 от возможного срока. А как же вы своих любименьких детей оставляли с человеком, на котором такая статья? Вы же уходили При из мне дома. он детей не трогает. Я их, в принципе, не трогаю. Он с ними играет. Вы сейчас не слышали, Я что у слышала. него статья Я слышала. за избиение своей дочери? И та же самая его мама мне Да рассказывала. при чем поводу- здесь мама? По Сейчас поводу того, разговор что не про его маму. бывшая хотела денег. А денег он не заплатил, поэтому она ему статью нарисовала.
Мы сейчас покажем вам один любопытный разговор, который вы сами отправили редактору. Давайте послушаем. 10 числа тебя не будет, да? Ну, получается, не будет, я уеду. У меня просто 10-го все срок уже по этому материалу. А протокол так вообще на каком основании? Побои, на тебе вообще Да, ничего по там не идее, будет. а с чего мне будет, если я ребенку не носила никакие побои? Царапина на плече, все, Маш. Так может, это не я нанесла? В суде так и надо говорить. Штраф, чтоб тебе дали, и все, ничего не будет. У меня уже 119-я была. У тебя уже сейчас 116-я уголовная не выскочит. Я тебе просто честно говорю, штраф пятак. Я ее хочу наказать, надо. Пошла Александрова, она вообще на уголовную писала. Я отказал. Я тебе говорю, там край будет тебе пятак. Все. Край будет тебе СИЗО. За что? Вот за Я это сейчас ребенка тебе не будет трогала. СИЗО. Какая Я понимаешь, ребенка что не ты душила. делаешь? Я ребенка не трогала, ребенка не не Какой душила я ребенка этого. прекрасный участковый. И у нее то это на шее, Я блин, приеду, я царапина, буду то на с этим плече у нее разбираться. царапина. Это кошмар какой-то, серьезно. Как вы оцениваете сами ваш разговор с представителем власти, закона? Я считаю, что, в принципе, ничего такого страшного не произошло. Давайте я поясню, что вообще случилось. Участковый при поступлении заявления делает проверку, у него 10 дней, срок 10 дней. Если он не находит основания, он отказывает в возбуждении. Дальше заявитель должен обратиться в прокуратуру об отмене этого отказного материала и направлении на новую проверку. Если была проведена экспертиза, то есть вы обращались? Да, обращалась сразу на следующий день. Была определена степень тяжести? Я не знаю, сказали, все будет в Скорее органах всего, полиции. это легкий вред здоровью. И данное правонарушение, оно подразумевает наказание по административному кодексу. Это 6.1.1. Нанесение вреда здоровью, то есть не повлекшее за собой оснований 116 А то, что ребенок боится теперь. Это причинно-следственные связи. Но там еще прозвучала фраза 119. Это что такое? Угроза убийством? Да, угроза убийством. Это Не вот было та там. статья, Я не по которой слышала. ее Да, обвиняли. статья, нет, опять же, да, 119-я. Если усматривается угроза в период, да, вот этого конфликта, то он должен был возбудить 119-ю. Но при Да. наличии оснований. Да. Это, то есть провести проверку, Вот опросить смотрите, а свидетелей. теперь у нас, подождите, теперь у нас, у прокуратуры, у следственных органов есть все возможности Основания, чтобы пойти сомневаться по 119. в объективности заключения, который вынес этот участковый. Мы решили встретиться с специалистами органов опеки и попечительства Татищевского района. Вот что из этого вышло. Дежурный Жарков, тут прибыли с телевидения Первого канала. И на выезде никто к вам не подойдет. Вся опека на выезде. С кем можно пообщаться? Подскажите, пожалуйста, по поводу одной семьи хотим узнать. У нас с Первого канала, хоть откуда, только в согласовании с министерством. Мне сказали, что все конкретное вы можете только в этих семьях узнать. Галина Борисовна, с кем можно пообщаться? С кем? Почему? Я, по-моему, уже все объяснила. Я вам сказала, что у меня есть руководители. Я вам не давать не могу. Почему вы бегаете от меня? Вы ничего не знаете об этих семьях? О Марии, о Виктории? Вы будете просто молчать? Вы отказываетесь Первому каналу дать комментарий. Я правильно вас понимаю? С кем из специалистов можно поговорить? Касаемо этих семей. Они должны дать согласие на то, чтобы мы вам давали какие-то комментарии. Все, что вам необходимо, вы можете узнать у этих семей. Все, что я должна была вам сказать, я вам все обозначила. Нужно меня снимать, пожалуйста. Почему делаете? Пожалуйста, не нужно меня снимать. Я вам все сказала. И вам Вы я ничего все сказала. не сказали про эти Я вам семьи. все сказала. Вы ничего не Я вам сказали все про эти сказала. семьи. Что А в что рамках я должна? Я законодательства ничего не знаю про эти семьи, кроме того, что по их согласию, если они обращались к нам, они получают то, что они получают. Все. Воспрепятствование законной деятельности журналистов. Они состоят на учете? А Да. мы не узнали. Я стою на учете. А почему вы состоите на учете? Из-за того, что у меня дома бардак постоянно. А кто в этом виноват? Я не успевала. А как же вы не Сейчас успевали, лучше. если вы не работаете и ничего не делаете? Я работала, я же говорю, когда в Хурдюм жили, я работала. А сейчас у почти вас каждую порядок? ночь. Сейчас порядок, мне кажется.
Ну, насколько это возможно, в смысле, если учесть, что мы месяц как переехали. Органы опеки очень часто, когда хорошая мама хочет улучшить жилищные условия и говорит, у моей дочери будет своя квартира, дайте мне продать вот эту, они заставляют все круги ада пройти. Это правда. И не дают, понимаете, Это правда. Юль? Да, а вот в да, этом у нас было случае, когда дети живут и каждый день угроза жизни, когда рядом с ними практически преступник, который своего Который ребенка по избивал, а он уголовной статье. ночует там, а мы не знаем, почему он решил ночевать с детьми, извините, конечно, за эмоции, но это очень страшно. Страшно. И это огромная проблема всей страны, потому что сколько таких ненормальных мам. Я нормальная Вообще рот мама. закрой. По сути дела, органы опеки обязаны по 77 статье изъять детей из данного жилого помещения у этой мамы в связи с угрозой жизни и здоровья и поместить их временно на реабилитацию. А маму направить, дать ей время на исправление. Может быть, она что-то сделает в этом направлении. А в тот период, когда мама у нас бегала с топором, там допустимо было обратиться в скорую помощь, в поликлинику, к психиатру, о том, чтобы маму принудительно поместили в лечебное учреждение. И тогда бы уже было основание к ограничению родительских прав. Мне сказали только через суд. Вы можете Я в не суде бегала с попросить топором. о ее заключении. Я не бегала с топором. Дорогая Мария, у вас есть очень хорошее качество, вы правда любите своих детей, но другое дело, что любовь к детям – это дар Божий. Человек никаких усилий не прилагает, чтобы этот дар получить. Это просто Господь нам каждому подарок такой дает, и надо этим подарком уметь распорядиться. Вот распорядиться этой любовью у вас не очень получается, потому что по лукаву вас берет и сбивает. То есть вот говорит, любишь детей? Возьми, навреди какому-нибудь другому ребенку. Любишь там детей? Возьми, пригласи о них позаботиться молодого человека, который Это как-то со абсурдно, своими ваше мнение абсурдно. детьми. Это мнение профессиональное, к которому прислушиваются сотни тысяч людей. Если вы их любите по-настоящему, своих детей, и хотите им счастливого будущего, полных семей, чтобы ваш сын, в том числе, не бросил своих детей, потому что со своими сестрами нанянчился в детстве и потом убежал, своих детей бросил, то ваша задача дать им максимально возможные и достойные условия жизни. Для этого, конечно, нужно идти где-то на поклон к опеке и брать ее помощь. Для этого, конечно, нужно, даже если вам люди окружающие не очень приятны, если они скандальные, если они допускают какую-то ругань, все равно, тем не менее, не ругаться с ними, а все равно находить какую-то среду, и готовые ваших детей будут и угостить и фруктами, и позаботиться, и так далее. Не надо озлобляться. Везде вот свое «я» немножечко подавлять. Вот золотые слова батюшки, но они в песок. Вот, к сожалению, такие люди такие слова пропускают всегда мимо ушей. Это для них информация, которая не воспринимаема. Знаете, грибы такие странные образования, то ли животные, то ли растения, но у них они тоже состоят из белка. Так вот, у них белок не усваивается. То есть, если вы будете есть только грибы, вы в конце концов умрете от истощения. Потому что вы не будете получать калории из них. Он через всю пищеварительную систему проходит насквозь. Так у вас то же самое с информацией о вас. Это просто для вас белок гриба. Вот все, что входит, все выходит. И ничего не остается. Вот сегодня ночью, когда ляжете спать, вспомните мои слова и подумайте, а если действительно он прав? А если действительно детей заберут, что дальше-то будет? На секунду представьте себе такую возможность, и все. Но судя по тому, что вы передачу выставили таким макаром, поэтому, я думаю, да, это возможно. Опять Хорошо, мы да. все выставили. Да понятно, слушайте, я вот... мысли, Послушайте, да. я дожил до 60 лет, да, что-то там... просто если вас Послушайте, нет, послушать, что-то там вообще враги делал, вокруг меня, и у меня профессионально друзей не никого нету. очень. Я тоже отец И всё 4 в этом детей, да, вот это все ради того, чтобы сегодня заманить вас в эту студию и Нет. высечь у всех на глазах. Да вы кто такая? Мне глубоко пофигу на вашу жизнь, совсем, а вот детей жалко. Я хочу его спасти. Я желаю лучшего для своего внука. Он у меня незрячий. Мама пьет. На детский, да, на пенсию. Общая сумма какая Общая получается? около полтинника. 50 тысяч. 50 тысяч? Да. И неделю денег нет. Куплю, например, целую бутылочку. Я целый день ее попиваю. Вы хотите за несколько тысяч километров ребенка отправить? Специализированный дом, интернат. Вы бьете ребенка? Я его не бью, нет. Швабру Бьет? сломала Не об него. бьешь. И папаша его. Шрам на лбу от кого? Но он 3 раза в одно и то же место ударил дощечкой. Ну, в целях. А ребенка зачем бьете? Воспитатель, хрен. Один раз в жизни цыпал. И он мне теперь понимает без слов.
Я пришла попросить взять ребенка под свою опеку. Растерзали все. Чтобы Леночка у нас все-таки вылечилась. Анастасия Елисеева, так зовут психолога, который с мальчиком общалась. Он настаивал на том, что он хочет выйти в студию, сказать одну вещь. Анастасия, Артем, идите к нам.